В последние недели и месяцы в мировых и даже российских СМИ много говорили о грядущем продовольственном кризисе. Предпосылки этого кризиса сформировались еще до войны России с Украиной, но сама эта война стала их катализатором и своеобразным спусковым крючком. Вся эта история сильно влияет на текущую ситуацию с войной и на отношение к ней западных стран. В наших новостях это обычно идет фоном между фронтовыми сводками. Однако важно понимать, что в развитых западных странах дискурс постепенно смещается с ужасов войны в ужасы будущего голода и риски, связанные с этим. Ожидающийся продовольственный кризис может унести во много раз больше жизней, чем война. Может влиять на развитые страны, но особенно сильно он ударит по странам развивающимся. Выход двух крупнейших производителей продовольствия в мире с мирового рынка – невиданное событие, и фокус внимания мировых лидеров может постепенно начать переключаться на эту проблему. Именно поэтому нам с вами важно ее понимать. И сегодня мы с вами очень подробно разберемся, что это за продовольственный кризис такой, почему он может развиться, и как будет влиять на мир, и как будет влиять на конфликт России и Украины. Для начала давайте разберемся, что такое продовольственный кризис вообще. Как и любой кризис, это череда ошибок и неверных решений многих участников рынка. Люди и системы в принципе несовершенны, в них всегда будут ошибки, но в сфере продовольствия существуют дополнительные факторы. В первую очередь, конечно, природные. Засухи, наводнения, болезни растений и нашествия различных насекомых, пожирающих урожай. Все это может спровоцировать локальный кризис в любой из стран, когда у самых бедных слоев населения попросту не будет хватать средств на базовую продуктовую корзину. А если ваша страна бедна, то может вообще начаться голод. Сам голод – явление для человечества не новое. Оно идет бок о бок с нашей цивилизацией с самого ее начала вместе с болезнями и войнами. И, как правило, все эти напасти приходили к людям одновременно. Потому что отсталая аграрная экономика стояла на принципе, что посеешь, то и пожнешь. И когда все уходили воевать, сеять было некому, и начинался голод. А закономерным итогом недоедания становилось снижение коллективного иммунитета и, как итог, развитие различных болезней. Отсюда и взялись все эти библейские истории, описывающие апокалипсис как приход войны, голода с болезнями и в конечном итоге смерти. Эта напасть преследовала любое общество и государство веками. Вдаваться в исторические примеры мы не будем, но скажем тут, что, к сожалению, ужасы голода все еще реальность нашей цивилизации. Уже в конце 19 века лучшие мыслители и философы того времени понимали, что причины голода в новое время экономические, и что при устойчивой экономике и благосостоянии людей голода не будет. Последний кризис – живой тому пример. В 2007 году засухи по всей планете и финансовый кризис подтолкнули цены на продовольствие вверх. В итоге более миллиарда человек на планете, живущие на $1 в день, не могли покупать себе пищу в нужных объемах и столкнулись с недоеданием. О причинах кризиса я подробно рассказывал в другом своем ролике. Но, по сути, мы с вами это время застали. Мы живем в относительно богатых странах, относительно мира, да, это у нас не Африка и не Азия. И голод у нас не распространенное явление. Поэтому мы этого не очень-то замечали. Но представьте себе, что пока мы в 2007 году, кто-то учился, кто-то в школу ходил, а кто-то уже карьеру строил, наши ровесники в других странах прикладывали все усилия к тому, чтобы поесть хотя бы раз в пару дней. Результатом стали социальные волнения и нестабильность в ряде стран. Некоторые исследователи даже предполагают, что именно продовольственный кризис, сказавшись на и так не самом стабильном и сытом регионе, спровоцировал арабскую весну и смену правительств от Туниса до Египта. Ведь если ваша страна бедна экономически, неустойчива, не поставляет особо никаких товаров на внешние рынки, то купить продукты для вас будет проблемой. Их отсутствие провоцирует не только рост цен, но и идущие за ним социальные и политические кризисы. Людям сложно разобраться в причинах продуктового кризиса и проблемах их страны. Они видят, что вчерашнее мясо подорожало до цен им недоступных вообще, а хлеб стал стоить 2-3 раза дороже. Либо продуктов на полках нет совсем, если это в стране коммунизм решили построить. И тогда люди закономерно обвиняют в этом своих политиков и правительства. Начинаются голодные бунты. Вот так недавно, например, было в Иране.
Первые волнения затронули Иран. Когда местные власти объявили, что больше не могут сдерживать рост цен, жители ринулись в супермаркеты скупать товары первой необходимости и продукты. После того, как стало известно, что стоимость на некоторые из них взлетела аж на 300%, толпы протестующих атаковали магазины и склады и устроили там массовый грабеж. Вообще-то, на сегодняшний день еды на планете хватает всем людям во всех самых удаленных ее частях. Современный мир благодаря технологиям, науке и промышленности производит больше продуктов во всем их разнообразии, чем может съесть человечество. Но если правительство планомерно ведет свою страну к бедности и деградации, а ее экономика постепенно угасает, то наряду с другими проблемами в стране будет голод. Там, где правят необразованные, коррумпированные политики, клептократы и диктатуры всех мастей, военные полевые командиры и просто бандиты, там нормальную экономику не построить. А значит, не будет не то что высоких, а хотя бы даже средних зарплат. И при малейшей нестабильности люди, и так находящиеся на грани выживания, будут на грани смерти. При этом в развитых странах, в рыночных условиях и в обычное время все это легко компенсируется импортом. В этом году у нас случилась засуха и неурожай. Обидно, но не страшно, купим еду у соседей. Конечно, экономика страны, в которой случилось подобное, пострадает, но несущественно. Люди не будут голодать и не умрут. А неурожай в одном регионе легко компенсируется урожаем из другого. Это не мое личное мнение, я не эксперт по продовольственной безопасности. К такому выводу пришли в ООН. По их данным, в группе риска в первую очередь люди, живущие на $1 в день, то есть $7 в неделю. Это примерно 2000 рублей в месяц на конец мая 2022 года. Таких людей в мире много. Еще в 2020 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, 700 миллионов человек ежедневно недоедали. На этой карте все хорошо видно. Больше всего голодающих проживает в Азии, а в Африке, занимающей второе место, недоедают 19% населения. Там отмечается наиболее быстрый рост числа голодающих. Третье место занимает регион Латинской Америки и Карибского бассейна. Там голодает более 7% населения. В ООН поставили глобальную цель человечества свести цифру голодающих к нулю к 2030 году. И это было вполне возможно, если бы не один престарелый диктатор, решивший повоевать в центре Европы в 21 веке. Давайте разберемся, как так вышло, что действия одного человека, находящегося во главе России, привели к угрозе голода на всей планете. Вся продовольственная система завязана на множестве стран и после 2 ковидных годов пребывала вообще и так в состоянии шока. К тому же на это время еще и наложился экономический кризис, вызванный локдауном, закрытием многих портов и стран. Стандартные проблемы от засух до наводнений тоже никто не отменял. Еще до вторжения в Украину Всемирная продовольственная программа Организации ООН по предоставлению продуктов питания в голодающие страны предупреждала, что 2022 год будет ужасным. И рынок продовольствия, и так находившийся в подвешенном состоянии, был сброшен с обрыва действиями России. Ожидаемый в этом году мировой продовольственный кризис напрямую связан с российским вторжением в Украину. К сожалению, Россия нанесла много вреда не только себе и украинцам этой войной, но всему человечеству. Здесь есть 2 фактора. Во-первых, после того, как Путин начал войну, на Россию были наложены экономические санкции и запреты, и наши компании больше не могут поставлять продукты на мировой рынок, не могут арендовать суда и сталкиваются с различными проблемами в этой сфере. Что делает российское зерно недоступным покупателям. Во-вторых, под ежедневным огнем находятся главные сельскохозяйственные регионы Украины. Перед вами карта особенно ценных сельхозземель. Если мы наложим ее на карту военных действий, то увидим, что большая часть необходимых плодородных земель приходится как раз на эту зону. К тому же российский флот блокирует морские пути из Украины, из-за чего уже собранное и готовое к продаже продовольствие просто невозможно вывести. Вдобавок, украинцы, готовясь к обороне и высадке десанта России, заминировали свои берега. Почему все это важно? Дело в том, что Россия обеспечивала продовольствием не только саму себя, но и продавала заметное количество продовольствия странам по всему миру, занимая, например, только на мировом рынке зерна больше 1/5 от доли всех стран.
А еще на рынке ячменя, кукурузы и других сельхозкультур. Украина тоже ежегодно экспортировала зерно, которого хватало для 400 миллионов человек по всему миру. Она также была крупнейшим экспортером подсолнечного масла во всем мире. Вместе две страны обеспечивали почти 30% всего мирового производства пшеницы и ячменя, 75% подсолнечного масла и 15% кукурузы. Но люди потребляют не столько конкретные продукты, сколько калорий. Так вот, мы и Украина поставляли 12% продаваемых и потребляемых в мире калорий. Только представьте, это колоссальное количество продуктов, потребляемых жителями нашей планеты каждый день. Из-за войны цены на пшеницу уже поднялись на 53%. Это подорвало продовольственную безопасность уже по всему миру, а не только в тех странах, где этой безопасности и так не было. Своим вторжением Путин запустил эффект домино. Ведь как только цены взлетели, другие страны вынуждены были реагировать на эти изменения. И некоторые из них также пошли на ограничение экспорта своей продукции. Так, 16 мая Индия заявила, что приостановит свой экспорт, что подтолкнуло цены на пшеницу еще на 6% вверх. Дороговизна продуктов, по данным ООН, уже увеличила число людей, которым не хватает еды, с 440 миллионов человек до 1 миллиарда 600 миллионов человек. Почти в 4 раза за 3 месяца. Из них 250 миллионов на грани голода. Ряд стран вслед за Индией тоже начали закрывать продажу своих продуктов. Процесс ограничений уже запущен, а цены продолжают бить рекорды. Эта ситуация сильнее всего ударит по бедным странам, в которых, по разным данным, средняя семья тратит на продукты от 25 до 40% своего дохода. В Египте, например, хлеб обеспечивает 30% от всех потребляемых калорий. Но это еще не все. Разворачивающийся на наших глазах продовольственный кризис, по мнению экспертов авторитетного мирового журнала The Economist, ужасен своей перспективой, а не моментом. Это не 2007-2008 годы, когда было понятно, из-за чего рост цены, когда он закончится. Все дело в том, что война России в Украине, начавшись из-за ничего, может закончиться в любой момент. А может и не закончиться. Может длиться годы, пока власть у нас не сменится на нормальную. И это никак невозможно прогнозировать. Это приведет к тому, что украинские поля не будут засеяны и в следующем году, а из-за санкций против России наши фермеры и предприятия не смогут закупать нужные семена, поставляемые обычно из Европы, и пестициды, также закупаемые на Западе. Прогнозируемый экспертами итог – срыв следующего урожая 2023 года. Еще есть иные факторы. Рост цен на нефть и газ провоцирует рост цен на бензин, используемый в перевозках и сельхозтехнике, и рост цен на различные удобрения. Растет стоимость и обычной электрической энергии. В результате по всему миру посадят и соберут меньше урожая, чем это необходимо, что еще больше разгонит этот продовольственный кризис, уходящий в будущее. Пока мы готовили это видео, больше 23 стран мира запретили своим компаниям продавать продовольствие, от Казахстана до Кувейта. А Россия вместо попыток урегулировать кризис предложила всем членам ЕАЭС запретить экспорт зерна, тем самым еще больше раскачивая ситуацию. Если торговля прекратится, голод наступит во всех странах, зависимых от закупки продовольствия. Миллионы будут на грани гибели. Насколько вообще ситуация серьезная? Как и к любой экономической проблеме, к этому шоку со стороны предложения, заблокированного войной, нельзя подойти с каким-то однозначным ответом. С одной стороны, в долгосрочной перспективе ничего ужасного. Да, рост цен на продовольствие произойдет. Он уже происходит. Причем рост цен совсем не только на те позиции, которые оказались заблокированы. Рост цен на пшеницу потянет рост цен на кукурузу, рост цен на подсолнечное масло, потянет рост цен на все прочие виды пищевых масел, рост цен на корма потянет рост цен на молоко и мясо, ну и так далее по цепочке. Для развитых и некоторых развивающихся стран, для всех, где большинство граждан не тратит большую часть доходов на еду, это будет не очень хорошо, но не то чтобы прям кризис. Для стран бедных это будет означать резкий рост расходов на еду. Как следствие, такое же резкое падение расходов на все остальное, отчего поставщики всего остального будут терять работу и смогут купить еще меньше еды, ну и так далее по спирали. Беднейшим странам, где люди балансируют на грани физического выживания, придется тяжко. Люди в них окажутся за этой гранью.
Будет ли этот эффект долгосрочным? Нет, не будет. Человечество умеет очень эффективно производить еду. Развитые страны производят намного больше еды, чем способны потреблять. Создавшийся же дефицит просто приведет к взрывному росту сельхозпроизводства, и проблема будет решена. На практике мы столкнемся с тем, что в истории видели не раз. С локальным по времени перекосом спроса и предложения из-за шока со стороны предложения. Такие искажения бывают. Бывают масштабными. Бывают весьма масштабными, как нефтяной кризис 70-х. Но никогда не бывают долгосрочными, просто ввиду природы рыночной экономики. С другой же стороны, в момент времени это действительно очень серьезный вызов. Избиратели богатых демократических стран сейчас станут несколько беднее. Бедных стран существенно беднее. Люди в беднейших странах могут умирать от голода. Причем неважно, потребляют они пшеницу и подсолнечное масло, или в глаза их не видели. Кукурузу, рис и пальмовое масло они тоже не смогут себе позволить, потому что те займут место ушедших товаров и вырастут в цене. Путин сознательно шантажирует весь мир благосостоянием и жизнями людей. Он явно показывает, что готов жертвовать кем угодно, не только украинцами, россиянами, украинской и российской экономикой и будущим двух наших стран. Он готов угробить произвольное количество людей в далекой Азии, только бы спасти свой провальный проект. Мировые лидеры, имея дело с таким отморозком, который готов для шантажа использовать все, до чего дотянется, не могут на это не реагировать. Да, в долгосрочной перспективе Россия просто потеряет навсегда продовольственный рынок, и никто не захочет иметь с ней дело. Это прибыльное место займут другие производители. Но прямо сейчас, в этот момент времени, над миром нависла реальная угроза, и что-то с ней надо делать. И с Путиным будут вести переговоры. Понятно, что договариваться с Путиным на его условиях никто не будет. Тем не менее, попытка морить мир голодом – это самый серьезный внешнеполитический ход с начала этой войны, на который пока непонятно, как мир отреагирует. Но все понятно с долгосрочным итогом. Человечество делает ошибки и может заблуждаться, но оно на них учится. И Путин преподал человечеству очень важный урок. Когда вы допускаете персоналистских автократов в большой и важной стране к власти, то даже не представляете масштаб проблем, с которыми столкнетесь. Не тешьте себя иллюзиями, что он удержится внутри своих границ и ограничится дворцом за счет своих граждан. Нет. Он придет к вам. До завтра.